Сегодня в выпуске Тэхён признался, что у него есть некоторые проблемы со здоровьем, получил в честь себя 3 новых кофе, а BTS вызвали ажиотаж тизером нового фильма. Джин удостоился высочайшей оценки от уважаемого издания, Чонгук установил новый рекорд в одной соцсети, а также подвергся сомнительным комментариям от СМИ. В то же время Чимин и Джин удерживают позиции в топ-20 мирового чарта. Рекорды победы и достижения у Минхо и Шайни, Кей-поп охотниц на демонов, ATEEZ, TXT, BTS, Stray Kids и не только. Концертные новости при участии Stray Kids, ATEEZ, Джина из BTS и не только. Красотологии брендоводства при поддержке Тэхёна, Феликса, Джина, Сойон и не только. Продукт от G-Dragon улетает с полок как горячие пирожки, а Ким Хичури Супер Джуниор показал роскошный дом и свою любовь к красному цвету. Эскуп и Мингё анонсировали свои совместные планы, а Blackpink возможно вернутся этой осенью. Кроме того, New Jeans получит компенсацию от одного блогера, а Starship Entertainment считают, что Соджанг получила недостаточное наказание из-за того, что она делала с Чан Вонён и другими. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 276. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма ниже комментарии. Хотите поддержать каналы, этот и все мои остальные, Donation Alerts, Бусти, ссылки в описании, по последней Бусти вы можете еще получить ранний доступ к дополнительный контент. Защитный баннер, который предназначен для тех, кто все равно его прочитать не сможет, или не захочет, или будет отрицать, но все равно, знаете, забавно, те, кто умеет читать, давно уже посмеялись с этих очевидных простых правил. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали! Начнем мы, как обычно, с чего-нибудь потяжелее. Starship Entertainment, Чан Вонён и мнение компании Соджанг получило недостаточное наказание. Давайте подробней. Starship Entertainment продолжает решительную юридическую борьбу против Соджанг, настаивая на справедливом наказании, которое не ограничивается лишь денежной компенсацией. 6 августа Центральный суд Сеула передал на медиацию иск о возмещении ущерба против Соджанг. Эта процедура призвана помочь сторонам достичь внесудебного соглашения, избежав длительного и дорогостоящего разбирательства. Медиация позволяет суду предложить сторонам компромиссное решение. Если соглашение будет подписано, оно приобретет такую же юридическую силу, как и окончательный судебный вердикт. Однако Starship Entertainment скептически оценит перспективы этого процесса. Представитель компании заявил Dispatch следующее. Мы не стремимся к финансовой компенсации, нам нужно справедливое наказание за клевету в адрес наших артистов. Достижение соглашений через медиацию маловероятно. Напомню, что Соджанг — это тот блогер, канал, который всякой клеветой занимался, на этом поднял кучу денег, в том числе оскорблял Чан Вонён и Заев, слухи про Чонгука и Тэхёна распускал, и Кан Даниэля, и с участниками BTS медиация прошла 21 июля, но соглашения достигнуто не было, соответственно, в этой ситуации, скорее всего, тоже не будет достигнуто. Что-то еще Starship Entertainment пишут. Они твердо намерены добиться строгого наказания для защиты своих артистов. Агентство отвергает урегулирование дела исключительно через денежную компенсацию. Даже если медиация состоится, Starship считает, что она вряд ли приведет к приемлемому компромиссу. Компания надеется, что суд вынесет справедливое решение в интересах своих артистов. Ну, что ж, будем надеяться, что справедливость восторжествует. Все-таки заниматься генерацией кала — это не самый лучший вид деятельности. Как видите, за него рано или поздно вам прилетит тоже, что вы генерировали, но в большем количестве. И что можно сказать? Будем надеяться на лучшее. Двигаемся дальше. New Jeans получит компенсацию от одного блогера, какого и какую, давайте подробнее. New Jeans выиграли судебный иск о возмещении ущерба против ютубера, который подвергал группу сексуальным домогательствам с помощью отредактированных видео и злонамеренных комментариев. Согласно юридическим источникам, суд частично удовлетворил иск 5 участниц New Jeans о возмещении ущерба, поданный против ютубера, известного как господин Шин. Суд обязал Шина выплатить примерно $3850, Минджи, Хани и Даниэль и около $5385 Хэрин и Хиин. Поскольку Шин не подал апелляцию, решение вступило в силу 22 июля. Шин обвинили в том, что в период с апреля по май 2024 года он вел 2 YouTube-канала, где опубликовал более 20 видео с сексуальными домогательствами, смонтировав сценические выступления и оригинальный контент New Jeans, а также размещал вредоносные комментарии. В видеороликах Шин изменял текст песни New Jeans Cookie на непристойные слова. Он также оставлял непристойные комментарии, например, цитата «Я хочу, чтобы она стала матерью моих детей, осуждаю, никогда так не пишите» в контексте чужих людей. И дальше уже там идет пересказ истории про разборки New Jeans, но тут вроде хорошая новость для тех, кто все-таки следит за группой и надеется на них. Можно поздравить с тем, что выиграли в суде. Все, не занимайтесь всякой ерундой в интернете, пишите только то, что думаете, за что готовы ответить. Двигаемся дальше.
Слухи, мимо которых невозможно пройти, потому что надо разобраться, что ж там за бред опять сгенерировали некоторые одаренные личности G-Dragon и Сана из Twice. Как интересно, давайте послушаем. В недавно вышедшем выпуске YouTube-шоу Sana's Fringe интервью под названием «Читаю ваши комментарии к интервью с Саной», она поделилась мыслями о завершении второго сезона Fringe интервью. Особое внимание привлек момент, когда Сана затронула слухи о свиданиях. В апреле G-Dragon опубликовал в соцсетях клип с выступлением Twice в качестве гостевых артистов на сеульском концерте Coldplay, отметив в публикации только аккаунт Саны, что вызвало волну предположений. Позже со стороны G-Dragon пояснили, эта отметка была просто дружеским жестом вскоре после съемок Fringe интервью. Мы не стали объяснять это сразу, так как раскрытие связи могло бы заранее испортить сюрприз с его появлением в шоу. Фактическое участие G-Dragon в Fringe интервью вместе с Дексом стало горячей темой. Сана вспомнила. Это был по-настоящему памятный день. Казалось, мы просто вдруг посчитали раз, два, три и собрались вместе. Это такая комбинация людей, которые никогда бы не встретилась, если бы не это шоу. Не знаю, стоит ли мне это говорить, но мой аккаунт появился в его соцсетях. Участницы знали, что он был на Fringe интервью, но так как это было всего через несколько дней после записи, мы не могли сказать, он появится на шоу. Мне очень хотелось рассказать, но я терпела, и в итоге выпуск вышел только месяц спустя. Так что все хорошо, для тех, кто боится, что артисты будут счастливы, если бы они этого хотели. В общем, никто ни с кем не встречается, просто G-Dragon снялся в шоу Саны, и это был такой добрый жест благодарности. Вот и все. Так что дело закрыто, бьем молотком воображаемым по кафедре и двигаемся дальше. А дальше у нас снова группа Twice, но очень милые вещи происходят, они помогли детям, сделали для них книжку, давайте подробней. Участницы Twice Наён, Момо и Цзюй создали книгу с картинками, которая пропагандирует благополучие детей с ограниченными возможностями в рамках информационно-просветительской деятельности JYP Entertainment, как сообщает агентство от 11 августа. Название книги можно перевести как «Наш особый парол», отсылка к паролу, традиционному рождественскому украшению на Филиппинах. По словам JYP Entertainment, в книге рассказывается о разных персонажах с ограниченными возможностями, которые гармонично сосуществуют друг с другом. Участницы Twice создали эту книгу в рамках кампании корпоративной социальной ответственности JYP Entertainment «Каждая мечта важна», запущенной в 2022 году. В рамках этой кампании публикуются книги для больных и госпитализированных детей. Книга была издана Book International, неправительственной организацией, которая распространяет электронные книги в Юго-Восточной Азии. Наён, Момо и Цзюй встретились с главой Books International Ли Хён Джоном, чтобы обсудить содержание книги и то, как она будет переведена для распространения на Филиппинах. Они прочитали книгу на корейском языке вслух и внесли свой вклад в создание иллюстраций для тагальского издания. Цитата. «Я благодарна за то, что мы можем молиться о здоровье каждого», — сказала Наён. «Я надеюсь, что благодаря молитве всем скоро станет лучше. Иногда мы забываем, как благодарны мы должны быть за то, что живем здоровой жизнью, как сейчас», — сказал Цзюй. «Я хотел бы донести это до детей и до себя». Вот такая вот милая история девушки из Twice помогают детям создавать для них книжки. Можно только сказать, очаровательно и молодцы девушки. Двигаемся дальше. Чанбин из Stray Kids пожертвовал деньги, кому и в честь чего, давайте подробней. Чанбин из Stray Kids сделал щедрое пожертвование в свой день рождения. С днем рождения, Чанбин, счастья, здоровья. В честь своего дня рождения Чанбин пожертвовал 100 миллионов вон медицинскому центру Samsung в Сеуле. Пожертвование поможет покрыть расходы на операции и лечение, а также на программы, направленные на поддержание психологического благополучия детей и подростков, которые не могут позволить себе лечение из-за финансовых трудностей. Чанбин сказал в заявлении, опубликованном его агентством, следующее. «Я глубоко признателен за возможность ответить взаимностью на любовь моих поклонников в свой день рождения и подарить детям хоть немного надежды. Я надеюсь, что мой подарок поможет детям выздороветь и вырасти здоровыми». Представитель медцентра прокомментировал: «Доброта Чанбина и его пожертвования в размере 100 миллионов вон станут большим источником поддержки для маленьких пациентов и их семей. Мы позаботимся о том, чтобы пожертвование было направлено на лечение и восстановление детей». И Чанбин постоянно поддерживает благотворительные проекты, используя свое влияние для оказания положительного воздействия. Как и многие участники группы Stray Kids, а именно все. Так что исключительное уважение, молодец, не жалеет то, что кровью и потом заработал, для того, чтобы помочь тем, у кого ничего нет. И двигаемся дальше. Появилась информация о том, что у Blackpink возможно будет камбэк в сентябре, и тут есть комментарий агентства YG Entertainment, давайте подробней. Blackpink могут вернуться на сцену в конце этого года. 11 августа инсайдер в музыкальной индустрии сообщил, что Blackpink выпустит мини-альбом в ноябре этого года. Инсайдер также рассказал, что группа уже завершила фотосессию для обложки альбома и скоро закончит запись новых песен, а также все остальные необходимые производственные работы в течение следующих 2 месяцев. Инсайдер добавил, Blackpink должны выпустить альбом в течение года. Изначально планировалось выпустить его в октябре, но график был изменен. Они планируют выпустить его в ноябре и, если получится, выступить на сцене. В тот же день в ответ на сообщение о возвращении агентства группы YG Entertainment кратко заявили: мы объявим об этом позже в рамках официальных промоушенов. Пока что не ясно, может быть инсайдер сказал правду, может быть нет, может быть правда где-то посередине и за углом налево.
Узнаем, когда это произойдет. Очевидно, что рано или поздно альбом выйдет. Ждете вы его или нет, пишите в комментариях, и двигаемся дальше. S-Coupe и Mingyu и Seventeen рассказали о совместных планах, давайте подробней. 11 августа издание New Sense сообщило, что S-Coupe и Mingyu и Seventeen официально дебютируют в качестве нового юнита в сентябре. Согласно сообщениям, они недавно завершили съемки клипа на заглавный трек, который проходили в Лос-Анджелесе. В ответ на эти сообщения источник из Players Entertainment подтвердил: S-Coupe и Mingyu планируют выпустить совместный альбом в сентябре. Мы сообщим вам подробное расписание позже. Дебют юнита S-Coupe и Mingyu станет четвертым официальным юнитом группы после BSS, Джон Хан и Вон Хо, и Хоши и Уджи. Думаю, получится что-то интересное, оба артиста очень даже хороши. Ждете вы и чего ждете, пишите в комментариях, и двигаемся дальше. Далее у нас Ким Хи Чоль показывает дом за почти $5 миллионов и свою любовь к красному цвету. Давайте подробнее. Ким Хи Чоль из Super Junior вновь показал свою любовь к красному цвету. 8 августа Хи Чоль опубликовал в своем аккаунте фотографии интерьера своего дома с подписью: «Мой дом и правда совсем красный», и красное сердечко. К посту он также прикрепил песню Red Velvet, Red Flavor. На снимках видно большой красный диван Ким Хи Чоля, что сразу бросается в глаза. Айдол признался: «Все знают, что я люблю красный, но в честь 20-летия Super Junior поменял телефон на синий. Думаю, даже заменить мебель на жемчужно-сапфирово-синий, но в итоге снова выбрал красный». Он также обратился к фанатам: «А какой ваш любимый цвет?» Жемчужно-сапфирово-синий сразу исключаем, он у нас на первом месте. И у него тут еще кот есть, собака. Ранее в выпуске шоу на YouTube-канале Studio Homemade Ким Хи Чоль рассказал, что переехал в большой дом, чтобы готовиться к свадьбе, и купил жилье площадью около 265 квадратных метров в районе Каннам за не менее чем около $5 миллионов. Все. Такая вот история. Если скучали по Хи Чолю, пожалуйста, у него много красного. Какой у вас любимый цвет, пишите в комментариях. Вышеупомянутый оттенок Хи Чоля, я даже его не знал, что такой оттенок есть, но вот его не используем, пишите в комментариях. Маленький интерактив от артиста сюда прямо на канал. Счастья артисту, двигаемся дальше. А далее Кей-поп охотницы на демонов стали самым на Netflix, чем давайте подробней. Оригинальный анимационный фильм Netflix Кей-поп охотницы на демонов продолжает свой неудержимый мировой успех, официально заняв 4 место в списке самых просматриваемых полнометражных фильмов Netflix за все время. Согласно официальной статистике Netflix, опубликованный 6 августа, мультфильм набрал 26,3 миллиона просмотров за одну неделю, а общее время просмотров составило 43,8 миллиона часов. С момента премьеры 20 июня Кей-поп охотницы на демонов собрали в общей сложности 158,8 миллионов просмотров, уступая только таким блокбастерам Netflix, как «Красное уведомление» 239 миллионов, «Ручная кладь» 172,1 миллион и «Не смотрите наверх» 171,4. В отличие от обычных метрик, основанных на кликах, Netflix учитывает только те просмотры, при которых было просмотрено 70% или более фильма, то есть эти цифры отражают реально вовлеченных зрителей. Примечательно, что Кей-поп охотницы на демонов — единственный анимационный фильм в топе Netflix, где преобладают боевики-триллеры. Редкое достижение для оригинального мультфильма, основанного на кей-поп-культуре. Ну и на самом деле там дальше уже перечисление рекордов, которые мы озвучили в прошлых выпусках. Там и в билборде саундтрек всех рвет, и Хантрикс и Саджа Бойс, поэтому поздравляем производственную команду с тем, что сделали такой интересный мультфильм с такой хорошей музыкой. В очередной раз мне никто не платил за рекламу, просто посмотрите, действительно интересно, особенно если вы давно варитесь в кей-поп-индустрии, возможно, вы, как и я, подумаете, что можно было где-то дожать, даже чуть-чуть пожестче сделать. Но, возможно, тогда семейный рейтинг пропал бы. И двигаемся дальше. Рубрику «Красотология и брендоводство» открывает Viz BTS, новый кофеек, давайте подробней. 11 августа южнокорейская сеть кофеин Compose Coffee, являющаяся лидером в своей отрасли, объявила о запуске новой рекламной кампании с 3 напитками из меню V-Composed, созданными в сотрудничестве с Viz BTS эксклюзивной моделью бренда. В честь премьеры Compose Coffee подготовили специальные держатели для стаканов и тизерные фотографии, которые уже демонстрируются на цифровых экранах во всех 3000 заведениях сети. На снимках Ви завораживает глубоким взглядом и утонченными жестами, оставляя неизгладимое впечатление и легко передавая образ бренда. Коллекция, объединенная темой «Чашка, созданная Ви», включает 3 напитка, каждый из которых вдохновлен фирменной аурой Ви. Названия напитков содержат музыкальные термины итальянского происхождения, такие как «аллегро» — быстро, «стаккато» — коротко и отрывисто, и «серенада» — вечерняя музыка, что подчеркивает концепцию композиции. В линейку V-Composed входят следующие напитки: Rich Allegro — чайная вариация на основе мандарина чамомиля с добавлением сладкого личи и пикантной кислинки красного уксуса.
Юдзу стаккато – сок юдзу или юдзу из кохына в сочетании с грейпфрутовым смузи, создающим гармоничный баланс горечи и освежающих цитрусовых нот. Дольче серенада – фирменное молоко Compose Coffee с корейским медом и порцией эспрессо, дарящей мягкое и насыщенное послевкусие. Фанаты в Южной Корее поспешили в ближайшей кофейне Compose Coffee, чтобы первым попробовать новинки V-Compost, охотно делясь фотографиями и отзывами в соцсетях. Помимо видеоролика, премьера которого состоится в ближайшее время, Compose Coffee пообещали, что в рамках кампании поклонников ждет еще много-много сюрпризов. Пожалуйста, фотографии прилагаются, но опять же все очень хорошо, модели, фотограф свое дело знают, а как может быть иначе? Какой напиток вы бы выпили? Выберите только один. А то понятно, что вы выпили бы, возможно, все, если вы являетесь фанатом Тэхиона, но вот в целом, какой вас привлекает больше всего? Сам сказал, сам и сделаю. Давайте выберу я. Мне кажется, что Рич Аллегро, чай, мандарин непонятный какой, я бы с удовольствием попробовал, что за вон личи и красный уксус. Очень заманчиво звучит. Артисту всего хорошего и двигаемся дальше. Продукт от G-Dragon разлетается с полок, и какой, давайте подробней. Highball G-Dragon, выпущенный под его брендом, продолжает стремительно завоевывать рынок и уже превысил отметку в 10 миллионов проданных банок всего за 3 месяца. Согласно данным, опубликованным в начале прошлой недели, 3 разновидности Peace-One Highball, дизайн которых лично разрабатывал G-Dragon с момента запуска 30 апреля, достигли совокупного объема продаж более 10 миллионов банок. Продукт, созданный с уникальной концепцией бренда G-Dragon Peace-One, распродался в стартовой партии из 880 тысяч банок всего за 3 дня, вызвав феномен Open Run, когда покупатели выстраивались в очередь у магазинов еще до открытия. Популярность Peace-One Highball не ограничилась первым выпуском. 27 мая в честь Дня космической авиации бренд представил Peace-One Red Highball, который заинтересовал не только корейских покупателей, но и вызвал наплыв иностранных туристов, стремившихся приобрести новинку. 16 июля был представлен Peace-One Daisy Highball, дизайн которого основан на иллюстрации ромашки, нарисованной самим G-Dragon. Этот специальный выпуск был полностью распродан всего за 3 часа после открытия онлайн-предзаказов. Компания-производитель алкоголя, не пейте его, это вредно, Brew Guru заявила, что этот рекорд продаж стал самым высоким в истории фирмы, отметив, что всплеск зарубежных заказов также воспринимается крайне положительно. В настоящее время товар опять же улетает с полок, как только появляется. Люди пишут, что GD гений, вкус у него отличный, и еще и классный дизайн. А лимонный хайбол хорошо пить и даже просто так. Комментариев много, но они в целом сходятся к тому, что GD молодец. Да, действительно молодец, он создал продукт, который слетает с полок и, наверное, уже в плюс вышел, так что действительно молодец, и двигаемся дальше. Далее, Джина хвалят за его мускулистую фигуру. Кто и насколько она мускулистая, давайте посмотрим. Джин из BTS привлекает внимание своей подтянутой и мускулистой фигурой. В последнее время он стал одной из самых обсуждаемых тем среди пользователей сети, которые сравнивают фотографии его широких плеч и крепких рук. Айдол, давно известный своей привлекательной внешностью и гармоничным телосложением, снова завоевал внимание как фанатов, так и интернет-пользователей. Много фотографий прилагается, мое уважение. Вот что пишут люди. Кажется, он становится все красивее с каждым днем. Это мужчина, у которого есть все. Это уже слишком. Мне нравится, что несмотря на такую потрясающую фигуру лицо, он не выпячивает это на показ. У него стройное тело с идеальным количеством мышц, он действительно очень красив. Красивое лицо, мускулистое тело, талант в вокале и танцах, у Джина есть все. Он красив до мозга костей. Мужчина, у которого есть все. Чертовски горячий. У него просто недосягаемое телосложение. Даже руки красивые и многие другие комментарии. Опять же, да, видно, что человек занимается спортом. Он такой достаточно сухой, но мускулистый. То есть не машина здоровая а-ля Ким Джонг Кук, но привожу пример, который хотя бы люди могут понять. А вот просто сухой и подкачанный. Это здорово, потому что мышцы нужны не только на сцене. Мышцы помогают нашим костям снижать нагрузку на эти самые кости. Так что, как оно вам, пишите в комментариях, насколько мускулистый по-вашему Джин, может быть, стоит подкачаться еще сильнее, или наоборот похудеть. Хотя анорексичные эльфы — это не та концепция, которую мы тут продвигаем. И, в общем, Джину всего хорошего. Двигаемся дальше. А далее у нас Сойон из Idol продемонстрировала смелый и интересный образ, давайте подробней. Чон Сойон из Idol продемонстрировал смелый наряд. 8 августа Сойон выложила в соцсети несколько фото со своей поездки в США с подписью «Снова». На снимках Чон Сойон идет по улицам Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в бра-топе и брюках с низкой посадкой. Образ завершили розовая шапка и массивные кроссовки. Особенно внимание привлекли ее подтянутая фигура и тонкая талия. Пожалуйста, фотографии прилагаются недавно, но других опубликованных фото Idol также предстала в коротком платье, без штанов и длинных сапогах, создав стильный и дерзкий образ.
Стоит напомнить, что 4 августа Idol посетили бейсбольный матч между LA Angels и Tampa Bay Rays на стадионе Angel Stadium в Анахайме, Калифорния. А 9 августа группа выступила на сцене All the K-Pop Stage in Macau, на Vietnam Arena в Макао. Ну, что сказать. Хороша по-прежнему, любой образ подходит. Как она вам? Пишите в комментариях. И группе Idol и Соён в частности всего хорошего. Двигаемся дальше. А далее у нас Felix из Stray Kids, рекламная кампания косметики, давайте подробней. Felix из Stray Kids недавно был объявлен глобальным амбассадором косметического бренда Hera, став первым новым лицом марки за последние 6 лет и одновременно первым мужчиной в этой роли. Обсуждение этого было в прошлом выпуске. Ранее бренд приглашал актеров-мужчин для рекламы линии средств Hera Home. Однако они никогда не назначались официальными послами бренда. Свою работу в новом статусе Felix начал с кампании, посвященной линейке Reflection Skin Glow, запуск которой запланирован на конец августа, а уже в сентябре Hera представит новый оттенок блеска для губ Brownie Boy из серии Essential Nude Gloss, который был вдохновлен образом айдола. С помощью этого сотрудничества бренд планирует продвигать свою философию и ценности на глобальных рынках, включая Корею, Японию и Таиланд. Представители компании отметили: Felix — это мировая икона, которая дарит новое вдохновение миру своей неповторимой аурой и глубокой энергетикой. Вместе с Felix мы представим новое прочтение концепции уникальной красоты, к которой стремится Hera. Фотографии прилагаются, по-прежнему хорош, опять же, что еще сказать. Насчет этой косметики не знаю, пользуетесь вы или нет, ей пишите в комментариях, я не рекламирую и не осуждаю ее, потому что продукт в руках не держал. Так что на ваш страх и риск можете покупать. А Феликсу всего хорошего, двигаемся дальше. Концертные новости у нас открывает Джин из BTS. Он завершил тур, давайте подробней. На финальном концерте своего первого сольного мирового тура в Амстердаме Джин из BTS пообещал фанатам всегда быть рядом с ним, сообщил агентство певца Big Hit Music в понедельник. Концерт в Амстердаме в воскресенье завершил тур Run Sok Jin EP Tour, организованный в честь выхода первого сольного мини-альбома участника BTS Happy 2024 года и его второго мини-альбома Эхо этого года. Фан-тур начался с выступления в Кояне, провинция Кёнги, в июне и включал 18 концертов в 9 городах Южной Кореи, Японии, США и Европы. Тур Run Sok Jin EP Tour установил несколько рекордов для Джина и корейской музыкальной индустрии. Он стал первым корейским сольным артистом, выступившим на арене O2 в Лондоне. Он собрал самую большую аудиторию для кей-поп-исполнителя в Honda Center, Анахайм, Калифорния. Впервые полностью продал American Airlines Center в Далласе, Техас, согласно данным Big Hit Music. Финальный концерт в Ziggo Dome, Амстердам, транслировался в кинотеатрах более чем 80 стран. Там Джин обратился к армии: «Я буду рядом с вами, так что оставайтесь рядом со мной тоже». Джин выпустил свой первый мини-альбом Happy в ноябре 2024 года после завершения военной службы в июне того же года. Он и остальные участники BTS планируют выпустить новую музыку и отправиться в мировой тур в 2026 году. Впервые за 4 года группа выступит в полном составе и выпустит альбом. Можно предполагать, что Джин на момент выхода этого видео уже находится в Лос-Анджелесе со своими пацанами и делает альбом. Так что поздравляем с завершением тура. Если вдруг кто-то из вас каким-то чудом оказался на одном из его концертов, пришлите фотографии в Телеграм под любой пост, мы посмотрим и порадуемся. И посмотрим, как оно вообще от первого лица на концерте. И двигаемся дальше. Очень не очень новость касаемо The Boys и взрыва на концерте, давайте подробней. Агентство The Boys отложило начало концерта группы из-за угрозы взрыва. Во второй половине дня 10 августа в Корейский фонд содействия спорту был отправлен факс, в котором утверждалось, что в KSPO Dome, где в тот же день группа The Boys должна была провести третий концерт в рамках тура The Blaze, было заложено взрывное устройство. Текст был написан на корейском и японских языках. Отправитель утверждал, что он адвокат. Там зацензурено, однако в списке действующих членов Корейской ассоциации адвокатов такого адвоката не оказалось, поэтому предполагается, что личность была поддельной. Зрители немедленно эвакуировали, а в KSPO Dome прибыли полиция и пожарные службы для поиска взрывного устройства. В операции участвуют мобильный патрульный отряд и спецподразделение полиции Сеула, а также 19 пожарных машин и более 70 сотрудников пожарной службы, которые ведут поиски взрывного устройства. Вскоре после этого агентство The Boys официально объявило, что начало концерта, который изначально был запланирован на 16:00 по корейскому времени, неизбежно будет отложено. Собственно, никакого, судя по всему, устройства не нашли. Это новость от, напомню, 10 августа, то есть немножко из прошлого. Суть в том, что кто-то, возможно, сделал ложный донос, а возможно, что-то от нас утаили. Не знаю, но вообще жутковато звучит. Не хотелось бы, чтобы такое происходило вообще. Не только ложные доносы, а вообще какие-то попытки устроить что-то вот такое массовое, осуждаемое. Так что группе The Boys и их фанатам, конечно, успехов и берегите себя. Двигаемся дальше.
А далее у нас группа ATEEZ подтверждает свой мировой статус не словом, а делом. Давайте подробней. ATEEZ в настоящее время встречается с фанатами по всему миру в рамках своего мирового тура In Your Fantasy, который начался в Инчхоне в прошлом месяце, а затем продолжился в Северной Америке и Японии. В рамках тура группа впервые посетила Балтимор, Нэшвилл, Орландо и Сан-Хосе, поразив местных фанатов самым насыщенным сет-листом и мощными выступлениями. Группа также закрепила за собой место среди хедлайнеров мирового уровня, выступив на стадионах 5 крупных городов: Citi Field в Нью-Йорке, Wrigley Field в Чикаго, BMO Stadium в Лос-Анджелесе, Globe Life Field в Арлингтоне и Estadio GNP Seguros в Мехико. 8 и 9 августа ATEEZ во второй раз подряд выступили на стадионе BMO в Лос-Анджелесе после своего мирового турне 2024 года Towards the Light Will to Power. Изначально планировалось одно выступление, но огромный спрос со стороны фанатов привел к тому, что был добавлен еще один концерт. В день открытия североамериканского тура 11 июля ATEEZ также выпустили свой 12-й мини-альбом Golden Hour Part 3 In Your Fantasy Edition. Его заглавный трек In Your Fantasy дебютировал на 68-м месте в Billboard Hot 100, чарт от 26 июля. Что стало самым высоким показателем для группы. Песня также показала высокие результаты на Spotify, в официальном британском чарте и других мировых рейтингах, закрепив за группой статус неудержимой силы в мире кей-поп. Международные СМИ также обратили внимание на растущую популярность группы в мире. Британский музыкальный журнал Clash написал: ATEEZ стремительно покоряет мировую сцену, они укрепляют свою репутацию бесстрашным повествованием, захватывающими выступлениями и непоколебимой искренностью. Notion прокомментировали: ATEEZ постоянно расширяет границы, бросая вызов жанрам своим звучением и энергичными выступлениями, что способствует более глубокой связи с фанатами. Газета Chicago Tribune заявила: ATEEZ не привыкает нарушать границы. Песня Lemon Drop дебютировала в Billboard Hot 100 в июне, а их текущий тур собирает стадионы по всей территории США. GQ отметили: будущее звучит как ATEEZ. После открытия мирового турне 2025 года в Инчхоне ATEEZ отыграли концерты в Атланте, Нью-Йорке, Балтиморе, Нэшвилле, Орландо, Чикаго, Такоме, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе, а затем отправятся в Глендейл, Арлингтон и Мехико, после чего поедут в Японию, где дадут концерты с Сайтами, Нагой и Коби. В общем, насыщенный тур группы ATEEZ и умеют, отличный коллектив. Успехов им и двигаемся дальше. Day6 стали первой корейской группой, которая смогла что сделать, а давайте подробней. Day6 распродали билеты на свой первый концерт на стадионе Коян, знаменуя тем самым грандиозное празднование своего десятилетия. Они стали первым корейским бэндом с таким достижением. Day6 планирует начать тур в честь 10-й годовщины дебюта The Decade двумя эксклюзивными концертами 30 и 31 августа на Коян Stadium. Предварительная продажа билетов для фан-клуба открылась 8 августа, а затем 11 началась общая продажа. Все места на оба дня были распроданы вскоре после открытия общей продажи. Предстоящее двухдневное шоу имеет особое значение, поскольку это первый сольный концерт корейской рок-группы на стадионе Коян, который воплотит давнюю мечту участников выступить на открытой площадке. С момента первого выступления в Yes24 Move Hall в 2015 году Day6 постоянно расширили масштабы своих концертов, достигнув в мае 2025 года важной вехи. Они стали первым корейским бэндом, выступившим в KISS Dome. Ранее они также встречались с поклонниками на таких крупных площадках, как Jamsil Indoor Stadium, Inspire Arena и Gocheok Skydome, подтвердив свой статус ведущего кей-поп бенда. В общем, могут прекрасные артисты, инструменталисты. И будем надеяться, что концерт у них пройдет отлично, точнее концерты. Двигаемся дальше. И снова у нас концертная новость, смешанная с рекордами, Stray Kids, немыслимые какие-то цифры, и давайте подробнее. Stray Kids официально переписали историю кей-поп гастролей. Их масштабный мировой тур Dominate достиг беспрецедентного успеха, став самым масштабным концертом кей-поп туром всех времен и крупнейшим туром среди исполнителей мужского пола, как по посещаемости, так и по выручке. Согласно данным Billboard и Touring Data, мировые сборы тура оцениваются в $260 миллионов США за 54 концерта. Было продано более 2,15 миллионов билетов при средней вместимости площадок 40 600 человек. И невероятном уровне продаж 99,99, то есть там 1,5 билета где-то там не было продано. Тур, проходивший с 24 августа 2024 года по 30 июля 2025 года, состоял из 5 этапов по Азии, Австралии, Латинской Америке, Северной Америке и Европе. Это стало первыми концертами Stray Kids в Латинской Америке и их первым полноценным туром по Европе. Тут еще и рекорды упоминаются. Латинская Америка — 8 концертов, продано 361 тысяча билетов, собрано $41,1 миллионов США, самый масштабный этап кей-поп-тура в истории региона. Северная Америка — 13 концертов, продали 491 тысячу билетов, собрано $76,2 миллиона США, самый кассовый и продаваемый этап североамериканского тура среди всех кей-поп-артистов. Европа — 8 концертов.
391 тысяч билетов было продано, собрано $64,5 миллиона, установлены новые рекорды как по выручке, так и по посещаемости для кей-поп тура в регионе. Эти достижения еще более впечатляют, учитывая скромную историю гастролей группы на этих рынках до Dominate. Например, их последнее европейское выступление перед этим туром было концертом в Берлине в 2019 году, на которое было продано всего 3435 билетов, по сравнению со средним показателем в 2025 году, составлявшим почти 40 тысяч билетов на концерт. Финал на стадионе Stadio Olimpico в Риме 30 июля завершил историческую серию, закрепив за Stray Kids место среди самых мощных гастролирующих артистов современности. В общем, короли туров, судя по всему. Вот так вот интересно. 6 лет назад это было 3,5 тысячи человек, а сейчас это 2,15 миллиона суммарно за все концерты. Пацаны вообще ребята. Привет, Феррачи, и двигаемся дальше. Рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает Чонгук из BTS. У него достижения в одной соцсети, давайте подробнее. Личный аккаунт Чонгука в TikTok превысил отметку в 22 миллиона подписчиков, прибавив 2 миллиона всего за 8 месяцев после того, как в начале этого года он перешагнул рубеж в 20 миллионов. Примечательно, что количество его подписчиков, просмотров и лайков продолжает стабильно расти, несмотря на то, что он в последнее время почти не выкладывает новые видео, даже при паузе в публикациях его популярность не снижается. В настоящее время в TikTok Чонгука размещено 19 публикаций, среди них 3 видео набрали более 100 миллионов просмотров, а 16 свыше 50 миллионов. Самое просматриваемое — это танцевальный клип под R&B хит Ашера «Yeah», в котором присутствует сам король R&B. Видео с наибольшим количеством лайков — его танцевальный челлендж Smoke из шоу Street Woman Fight, собравший 16,92 миллиона отметок, нравится. Сила бренда Чонгука ярко проявляется и в статистике по хэштегам. Хэштег Чонгук превысил невероятные 300 миллиардов просмотров. Это первый случай в мире, когда сольный артист достиг такого результата. Доминирование Чонгука не ограничивается TikTok, его официальный YouTube топик-канал насчитывает 3,83 миллиона подписчиков. Это самый высокий показатель среди кей-поп-солистов. Запрет Грам-аккаунт Чонгука, повторно открытый 15 июля за 9 дней, набрал 9,22 миллиона подписчиков, а сейчас уже превысил 10,5 миллионов. Его музыкальные достижения не менее впечатляющие. С треком Seven, выпущенным в 2023 году, Чонгук стал первым азиатским соло-исполнителем, пробывшим в чарте Billboard Global 200 рекордные 106 недель, и в чарте Global, за исключением США, 107. От статистики в соцсетях до мировых музыкальных рекордов, Чонгук продолжает укреплять свой статус артиста мирового уровня. С чем мы его, конечно же, и поздравляем. Счастья, здоровья, успехов и всех благ. Как обычно, это не конец видео, я тут дотянусь до бумажки, вот она висит, вот на экране надпись. Надеюсь, рано или поздно все запомнят. Мне такое чувство, когда я очередную решу сделать смену формата повествования, люди такие: а почему не в середине спонсора, где-то еще? Неважно, список прекрасных, великолепных людей, бустеры, вот они. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищицы, друзья, друзья, спонсор-донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить. Большое спасибо. Далее бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, там я отвечаю на комментарии и личку. Там есть ранний доступ, все, что заблокировано, там доступно всегда без ограничений. И это прекрасная возможность поддерживать выход адекватных новостей. Потому что, по просмотрам мы с вами, конечно, желтухи очень сильно уступаем, но хотя бы совесть чиста. Другие каналы, которые тоже веду: MPTube, реакции, марафоны, комментарии к видео. От человека, который не визжит каждый раз и сходит с ума ради просмотров, а который рассказывает свое мнение с точки зрения музыканта, звукорежиссера и так далее. MP Entertainment музыка моего производства, вот самый свежий релиз, следующий уже в разработке, минус готов, пишется текст. И что еще? Telegram, чтобы не теряться. Новости продолжаются, двигаемся дальше. А далее у нас Cat's Eye, у них рекорд Spotify, давайте подробней. Глобальная женская группа Cat's Eye, совместно продюсируемая Hype и Geffen Records, достигла 1 миллиарда общих прослушиваний на Spotify, крупнейшей в мире платформе потоковой музыки, о том и не знали. По данным Spotify, от 8 августа 13 выпущенных треков группы в общей сложности продали отметку в 1 миллиард прослушиваний всего примерно через год и месяц после дебюта. Учитывая, что выпуск второго мини-альбома Beautiful Chaos состоялся спустя около 11 месяцев после первого мини-альбома Sis, Soft is Strong, это достижение особо впечатляет. Песни из альбома Beautiful Chaos вызвали резкий всплеск прослушиваний, его выдающийся трек Gabriella достиг 100 миллионов стримов всего за 38 дней, что является самым быстрым результатом в дискографии Cat's Eye. Для сравнения, песня Gnarly достигла этого рубежа за 52 дня, Touch за 82 дня. С каждым релизом группа продолжает сокращать время, необходимое для достижения важных стриминговых значений. Успех Cat's Eye заметен и в международных чартах. В официальном чарте синглов Великобритании Gabriella заняла 97 место, песня дебютировала на 42 месте и провела в чарте 4 недели подряд, а затем временно выбыла из него и снова поднялась. В чарте Spotify Weekly Top Songs Global Gabriella поднялась на 3 позиции, по сравнению с предыдущей неделей заняла 28 место. Между тем, Cat's Eye выступят на японских фестивалях Summer Sonic 2025 и Summer Sonic Extra 16-18 августа в Токио. После двух последовательных выступлений на крупных международных фестивалях поклонники по всему миру с нетерпением ждут новых достижений группы. Поздравляем с этими достижениями, желаем новых, вообще мы тут всем желаем только добра и
успехов. Потому что вокруг и так слишком много проблем. В общем, вперед к Эцай, и мы двигаемся дальше. А далее у нас группа Twice, британский чарт, и давайте подробней. Песня Strategy официально стала самым большим хитом Twice в официальных чартах Великобритании. На этой неделе Official Charts объявили, что заглавный трек Twice 2024 года Strategy поднялся на новую вершину, заняв 64 место на своей второй неделе подряд в официальном чарте синглов. Strategy, выпущенная в декабре 2024 года, но переживающая всплеск популярности благодаря включению в саундтрек мультфильма K-pop «Охотница на демонов», стала первой песней Twice, продержавшейся более одной недели в официальном чарте синглов. Тем временем версия Takedown в исполнении участниц Чоньон, Джихё и Чион, оригинальной песни с саундтрека к фильму K-pop «Охотница на демонов», также поднялась на новую вершину, заняв 47 место на своей второй неделе в Official Singles Chart. Поздравляем прекрасных девушек с этим достижением, успехов и двигаемся дальше. А далее у нас K-pop «Охотница на демонов» снова бьют все мыслимые и немыслимые рекорды, давайте подробней. Суперхит Golden из мультфильма Netflix K-pop «Охотница на демонов» стал песней с наибольшим количеством Perfect All Kills в истории корейских чартов. Согласно данным iCharts, сайта, который составляет рейтинги всех популярных музыкальных чартов крупнейших южнокорейских сервисов онлайн-стриминга музыки, песня Golden вымышленной группы Huntrix по-прежнему занимает первое место во всех основных музыкальных стриминговых сервисах и чартах одновременно. С общим количеством 656 Perfect All Kills по состоянию на 11 августа в 10:00 по корейскому времени, Golden стала песней с наибольшим количеством часов Perfect All Kill, превзойдя Дита женской группы New Jeans и Dynamite мужской группы BTS. Такое чувство, будто я эту новость уже в прошлый раз озвучивал, но там, по-моему, они стремились к этому значению, теперь они просто первые среди всех по Perfect All Kills. Поздравляем их с этим достижением и двигаемся дальше. А далее у нас Минхо из SHINee занял 15 место в очень интересном мероприятии. Давайте подробней. Минхо из SHINee продемонстрировал поразительную выносливость и преданность сцене, взяв на себя два крайне энергозатратных испытания всего за один день. 9 августа Минхо принял участие в Hyrax Singles Open Man на международных соревнованиях по фитнесу, прошедших в японской Иокогаме. Среди 719 участников он занял впечатляющее 15 место в общем зачете и 7-е в возрастной группе 30-34 года. Hyrax — это международная гонка, сочетающая в себе 8 километров бега и 8 станций с высокоинтенсивными упражнениями: гребля, толкание саней, перетягивание саней, прыжки бёрпи в длину, перенос гирь, бег с мешком с песком и броски мэтбола в стену. Даже среди профессиональных спортсменов этот формат называют адской трассой, так как он требует исключительного сочетания выносливости, силы и концентрации. На протяжении всей гонки Минхо держал ровный и уверенный темп, без ошибок пройдя каждый этап. Его результат особенно впечатляет, учитывая, что он не является профессиональным спортсменом, что в очередной раз подтверждает репутацию одного из самых спортивных айдолов кей-поп. Однако еще более удивительным оказалось то, что произошло после. Не взяв полноценного отдыха, сразу после соревнования Минхо отправился в Токио. Уже к 5 часам вечера того же дня он прибыл на Токио Дом для репетиции, затем выступил на концерте SM Town Live in Tokyo 2025. Выполнить и тяжелую международную фитнес-гонку и масштабное шоу на арене всего за несколько часов — редкое достижение, подчеркивающее его невероятную выносливость и трудолюбие. Фанаты были в восторге, а Минхо, по-моему, какой-то терминатор, фотографии прилагаются. Уважение исключительное, потому что концерт дать не очень легко, а тут еще и физические нагрузки в таком количестве. Умеет, может, красавец. Только восхищение. Двигаемся дальше. А далее у нас TXT, BTS, ATEEZ, Jin, Jimin, Stray Kids, ENHYPEN и многие-многие другие Billboard World Albums. Давайте подробней. Billboard опубликовали чарт World Albums за неделю, закончившуюся 9 августа. TXT возглавили чарт со своим новым альбомом The Star Chapter Together, который взлетел на первое место после отложенного физического релиза в США. The Star Chapter Together также дебютировал на третьем месте в Billboard 200, сделав TXT кей-поп артистом с наибольшим количеством альбомов, вошедшим в топ-5 за всю историю чарта. Концерт-альбом BTS Permission to Dance on Stage Live потерял одну позицию и находится на втором месте на своей второй неделе в чарте World Albums, а также остался Billboard 200 на 125 месте. Альбом-сборник BTS 2022 года Proof обосновался на 8 месте на 164 неделе в чарте World Albums. Сольный альбом Чимина Muse сохранял 15 место на 54 неделе, а сольный мини-альбом Джина Echo занял 19 место на 11 неделе. Альбом ATEEZ Golden Hour Part 3 уверенно занял 3 место на своей 7 неделе в чарте World Albums, а в Billboard 200 он провел 5 неделю, заняв 187 место. Альбом ENHYPEN Desire Unleashed занял 4 место на 9 неделе в чарте, а их предыдущий альбом Romance Untold сохранил 18 место на 55 неделе. Тем временем последний мини-альбом I Lead Bomb поднялся на 5 место на 6 неделе в чарте.
Stray Kids снова отметили в чарте World Album сразу с 4 альбомами. Их специальный альбом Hop остался на 9 месте, 33 неделе, за ним следует мини-альбом 2024 года Eight на 13 месте, 54 неделе, альбом 2023 года Five Star на 23 месте, 50 неделе и мини-альбом 2023 года Rockstar на 24 месте, 38 неделя. Happy Birthday группы Seventeen завершил 10-ю неделю в чарте на 14 месте, а Get Up группы New Jeans прочно обосновался на 17 месте на 99 неделе. Наконец, альбом Blackpink 2020 года The Album уверенно занял 22 место на 109-й непоследовательной неделе в чарте. Что ж, поздравляем всех артистов, успехов всем, побольше концертов и релизов, двигаемся дальше. По традиции предупреждаю тех, кто воткнулся в конец выпуска. Да нет, новости про BTS уже давно размазаны по всему выпуску. А это видео записано 13 августа, так что то, что не вошло в этот выпуск, попадет в следующий. Правильно. Здорово, что хоть кто-то это запомнил. Ладно, я сам себя обманываю. Люди все равно пишут одно и то же периодически, а почему не было этой новости, которая вышла 3 часа спустя после релиза этого новостного выпуска? Ну, потому что я не умею летать в будущее за новостями. Тем не менее, немного про BTS давайте подробней. RM из BTS подвергся критике за свою публикацию в запрет-грамме, какую и почему, давайте подробней. Новость переводится на ходу. RM из BTS подвергся жесткой критике за свою недавнюю историю в запрет-грамме. Недавно RM подвергся критике за свой пост в запрет-грамме о поездке в Диснейленд из-за продолжающегося бойкота. Однако его недавняя история в запрет-грамме также подверглась критике. Недавно RM опубликовал в своем запрет-грамме историю о Лабубу и отметил артиста Дипло. Хотя посты о BTS в социальных сетях обычно вызывают позитив и восторг, фотография RM вызвала критику и вздохи пользователей сети. В частности, пользователи сети отметили, что Дипло проблемный певец, поскольку в его адрес выдвигаются серьезные обвинения, и добавили, что не хотят, чтобы RM или BTS ассоциировались с ним. Даже в Иксе пользователи сети были расстроены этим тегом, многие устали от того, что участники BTS находятся рядом с теми, кого считают проблемными. В целом, люди там пишут: «Намджун, что ты творишь? Да как ты можешь? Да оставь в покое этого проблемного артиста и будь хорошим мальчиком» и так далее. В общем, делай все, что мы хотим, будь идеальным. По факту артист никаких комментариев не давал. Ну, такая небольшая новость. Насчет бойкота Диснейленда не в курсе, не слежу за новостями Диснейленда, да и за Лабуба особо тоже не слежу. Ну, наверное, раз он опубликовал, значит, посчитал-то нужным. Что вы думаете, пишите в комментариях, если у истории появится продолжение, когда-нибудь его озвучу, когда оно выйдет. А так, двигаемся дальше. BTS вызвали ажиотаж тизером чего, а давайте подробней. BTS представили новый тизер для BTS Movie Weeks, проекта, который выйдет в кинотеатрах по всему миру. В ролике выделены ключевые годы в истории группы 16, 17, 19 и 21. Поклонники ожидают, что увидят важнейшие моменты этих периодов. Спецпроект объединит концертные выступления и документальные материалы, предлагая всеобъемлющий взгляд на знаковые события BTS. Анонс мгновенно вызвал волну обсуждений среди фанатов в соцсетях, озвучка комментариев. Они спрашивают, готовы ли мы, пока 13-секундный клип показывает Джина на тренировке, а все вокруг кричат и плачут. Нет, мы не готовы! 4 дня, чтобы пересмотреть все их документалки бесплатно, дайте мне помечтать! Кинонеделя раз в месяц, а в январе анонс новой эры. Я сижу, не понимаю, что это и будет ли показ в моей стране, но все равно сижу. Они сделают ретроспективу всех эпох, а в конце объявят новый. Вот это поворот! Это шоу, где BTS реагирует на свои прошлые фильмы, включая все документалки. Что это вообще BTS Movie Weeks? С перечислением годов? Как загадочно. BTS Movie Weeks станет для фанатов уникальным шансом пережить лучшие моменты группы на большом экране. Проект также символизирует новую главу в истории BTS и их отношений с поклонниками. Сходили бы или нет, пишите в комментариях. И вообще, что вы думаете о таком проекте, где, по сути, просто будет компиляция материалов, заново пересобрана в немножко в другом виде. Пишите в комментариях. Артистам всего хорошего, двигаемся дальше. Джин удостоился высочайшей оценки от одного уважаемого издания. За что и почему и какое издание, давайте подробней. Джин из BTS получил высокую оценку от британского Rolling Stone, заработав идеальные 5 звезд за свой первый сольный мировой тур и удостоившись звания уникального артиста. Сейчас Джин закончил тур и отправился, судя по всему, в Лос-Анджелес. Однако, по мнению Rolling Stone, особенность его шоу не только в этих достижениях. Джин полностью переосмыслил само понятие концерта. В рецензии издание отметило, что он полностью преобразил традиционный формат выступления, сделав его своим собственным. Сцену они описали как яркую живую площадку, на которой раскрывается и Ким Сок Джин как человек, и Джин как артист. Критики подчеркнули его безупречные выступления, завораживающую харизму на сцене и трогательные моменты, такие как собственное фортепианное исполнение I Will Come To You и пронзительно красивую Abyss. Даже после 18 песен из серии интерактивных игр энергия Джина не угасала ни на секунду. К хвалебным отзывам присоединились и другие международные издания. Paris Match отметили, что Джин стал первым корейским солистом, полностью собравшим арену O2 в Лондоне, подчеркнув, что его шоу выгодно отличалось от привычных кей-поп концертов отсутствием бэк-танцоров и броских спецэффектов.
только живая музыка, вокал и искренняя связь с публикой. Издание Clash назвало концерт праздником его сольного творчества, похвалив легкость, с которой он переходил от роли ведущего к роли исполнителя, выделив Nothing Without Your Love как вокальную вершину вечера. С аншлагами на аренах Азии, США и Европы Джин доказал, что он не только worldwide handsome, всемирный красавчик, но и король живого исполнения из BTS, а также мощная сольная звезда, способная покорить и критиков, и зрителей по всему миру. Согласны вы с этим или да, пишите в комментариях. Молодец, успехов ему, счастья, здоровья. Двигаемся дальше. Виз BTS признался, что у него есть некоторые серьезные проблемы со здоровьем, давайте подробнее. Виз BTS рассказал о неожиданной трудности, с которой столкнулся после службы в армии. 11 августа на YouTube-канале W Korea вышло видео под названием «Впервые Ви его настоящие любимые вещи, которые он привез в Париж. Почему BTS Ви плакал на концерте Джей Хоупа». В ролике Ви показал витамины, которые помогают при бессоннице. Объясняя причину, почему он их принимает, Айдол сказал: «Когда я был на службе, в 10 вечера выключали свет, и я отлично засыпал. Но после демобилизации, когда появилась свобода, я стал ложиться все позже». Он с улыбкой добавил: «Если снова пойти в армию и ложиться спать в 10, думаю, я буду прекрасно спать. А вот в гражданской жизни наоборот. Не засыпаю, кажется, я просто сам не хочу спать». На вопрос о вечернем ритуале перед сном Ви ответил: «Закрываю глаза и пытаюсь ни о чем не думать, но в голову лезет куча мыслей. Например, что будет, если сердце окажется у носорога, умру ли я за секунду, или смогу продержаться секунд 10, продемонстрировав свою необычную фантазию». Ну, это все. Тем временем BTS пока пишет новый альбом. Ну, кто-то скажет, что ты так перетягиваешь, но вообще-то проблема со сном, это очень серьезно. И нарушенный график сна ведет к тому, что у вас появится стресс, проблемы с кожей и так далее. Поэтому проблемы со сном — это не шутки. Крепкий здоровый сон, когда вы ложитесь и встаете в одно и то же время, обязателен для того, чтобы жить полноценную жизнь. Но, учитывая, да, всякие туры и так далее, достаточно тяжело это соблюдать артистам и вообще публичным личностям. Так что будем надеяться, что Тэхён все-таки сможет найти способ спать столько, сколько нужно. И двигаемся дальше. Пару новостей назад Rolling Stone хвалили Джина из BTS за то, как он умеет и может. С другой стороны, в этой новости они что-то не договорили о Чонгуке, что вызвало у людей ярость. Давайте подробнее. 8 августа журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг сольных песен BTS под названием Every BTS Solo Song Ranked, который вызвал бурную реакцию армии. Статья, написанная Ким Джа Ха, была раскритикована за отдельные высказывания в адрес Чонгука, в которых, по мнению фанатов, намекалось, что его песни в значительной степени полагаются на вокальные модификации. Судя по всему, прикидывая, что было в оригинале статьи, скорее всего про автотюн идет речь и мелодайн. В этом рейтинге песня Somebody 2023 года заняла 172 место из 177. Журналистка написала: «Somebody начинается с вокала, который не похож на Чонгука, и все же это он. А вокальное искажение — интересный прием, но если у тебя есть такой голос, как у Чонгука, зачем его прятать?» Статья не ограничивалась песней Somebody, а Seven Ким Джа Ха написала: «Чонгук не извиняется за то, что поет о темах, которые мужчины его возраста и моложе поднимают». А Фредди она отметила: «Чонгук взрослый человек, который открыто выражает свои желания. Кто бы мог подумать, что речь идет о чем-то более невинном, вроде пиклбола. На самом деле, нужно понимать смысл его обещания, чем печь конфетти». Эти замечания были восприняты некоторыми фанатами как непрофессиональные и неуместные. В соцсети X появились сообщения, которые считают, что это неуместно, недопустимо и вообще портит репутацию айдола. Давайте перейдем к комментариям. «Мы требуем извинений за то, что вы очернили его вокальные способности, принизили талант и распространили ложные утверждения о якобы чрезмерном использовании автотюна. Это не первый раз, когда вы позволяете себе уничижительные высказывания Чонгуки». Что это вообще такое? Это что, профессиональное описание? 5 о темах, которые мужчины его возраста и моложе поднимают. Как будто старше это не делают. В чем проблема с ним? Это недопустимо, вы перешли черту, ему 28 лет, лучше бы вы извинились. Чего хотят Rolling Stone и Ким Дже? Чтобы взрослый парень пел Baby Shark? Каждая рецензия, которую читаю, все страннее и страннее. Это что за журналистика? Кто это написал и как редакторы могли пропустить такое? Извинитесь перед Чонгуком. И многие другие комментарии. В июне 25 года в шоу Zack San Show прозвучала ранее не издававшаяся демоверсия Seven в присутствии Джона Беллиона, соавтора композиции вместе с Лато и Тереном Макилом Томасом. Прослушав ее, Беллион заметил слишком много автотюна. В этой предварительной версии вокальная обработка была более выражена, чем в финальной, но при этом естественный голос Чонгука оставался узнаваемым. Между тем, Фредди недавно получила во Франции золотую сертификацию, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Что вы думаете по поводу данного высказывания Rolling Stone и их журналисты? Конечно, пишите в комментариях, согласны, не согласны, где-то посередине. На мой личный взгляд, критика нужна только тогда, когда ты сам ее просишь, причем не у кого-то там, а у того, кто как минимум равен тебе, а скорее лучше выше тебя на голову, чтобы услышать мнение человека, который уже умеет больше и знает как лучше. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, на критику внимания обращать не стоит. Вообще, в целом,
критикуешь, предлагай, есть фраза. Так что предложений никаких не поступило, соответственно, можно это даже все не учитывать. Ваше мнение в комментариях. Чонгуку всего хорошего. Двигаемся дальше. Далее Ви из BTS рассказывает о предмете роскоши, которым он отказывается пользоваться. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Недавно Ви из BTS удивил фанатов, признавшись, что есть одна дорогая вещь, к которой он почти никогда не прикасается – духи. В новом материале W Korea, опубликованном 11 августа, Ви продемонстрировал некоторые из своих любимых вещей, от шикарного дизайнерского брелока до шарфа, который он носил с первого дня в Париже. Цитата. «Обычно я не прикрепляю брелоки к сумке, разве что к ключам от машины, но когда я увидел этот, он такой красивый, мне сразу захотелось его себе. Я сказал бренду, пожалуйста, дайте мне это, и взял с собой». Но когда разговор зашел о духах, он откровенно признался. Он вообще старается держаться подальше от духов, хотя в тот день на съемку взял с собой Силин. Цитата. «На самом деле я не часто пользуюсь духами, я взял их только ради этой съемки. Со средней школы я каждый день без исключения пользуюсь лосьоном для тела. Когда использую духи, они смешиваются с ароматом лосьона, а мне это не нравится, я предпочитаю легкие ароматы». Вместо того, чтобы распылять духи, Ви пользуется своим фирменным лосьоном для тела, и по его словам, этот выбор больше соответствует его собственному аромату и стилю. Айдол также поделился другими стилистическими привычками, включая эксперименты с шарфами и недавнюю замену привычных круглых солнцезащитных очков на квадратные. Но более подробное интервью есть на YouTube. В общем, не любит Пихён духи. Пишите, как вы относитесь к духам, пользуетесь, не пользуетесь, или вам достаточно душа и дезодоранта. Все, такая вот история артисту, всего хорошего, двигаемся дальше. Тэйхён растрогался до слез, увидев Чонгука. Где и когда, давайте подробней. 11 августа 2025 года W Korea опубликовали на YouTube эксклюзивное видео с Тэйхёном, снятое в Париже во время фотосессии для сентябрьского номера в сотрудничестве с Силин. В интервью певец показал содержимое своей личной сумки. Хотя тон беседы был легким, один момент особенно тронул фанатов. Рассказывая о посещении сольных концертов участников группы, Тэйхён вспомнил финальный вечер тура Hope on the Street J-Hope в Сеуле, который в этом году совпал с Феста, ежегодным празднованием дебюта BTS. Певец признался, что выступление с песней I Wonder в исполнении J-Hope и Чонгука глубоко его задело. Это был первый выход Чонгука на сцену после завершения обязательной военной службы. Цитата. «На самом деле я проронил несколько слез во время концерта Хобби. Я тихо плакал в одиночестве. Во время выступления с Чонгуком меня переполнили эмоции. Мне было даже немного неловко это признавать. Для Тэйхёна возвращение самого молодого участника BTS после долгого отсутствия вызвало сильное чувство гордости и волнения. Вот реакция людей. Он так гордится своим малышом. Думаешь, Чонгук скучал по тебе? Тэйхён скучал еще сильнее, это ж его ребенок. Он был и остается самым преданным фанатом Чонгуки. Как всегда, полон любви и гордости за своего Чонгуки. Редкий момент, когда он раскрывает свои эмоции, скромно, но тщательно подбирая слова. Он делится ровно настолько, чтобы мы почувствовали важность момента, но оставляет самые сокровенные переживания при себе. Чонгук буквально его ребенок, я сейчас расплачусь. Ну и да, были другие откровения в видео, которые мы уже упоминали, в том числе про духи. Также артист признался, что пересматривает «Во все тяжкие», уважительно классный сериал, любит сериалы Netflix и Disney+, а перед сном принимает мелатонин, чтобы расслабиться. Это касаемо новости, где у него бессонница. И в целом, да, вот такая вот история. Еще один фрагмент интересного интервью, который вы можете посмотреть сами, если понимаете английский. Хотя на YouTube уже, по-моему, автодубляж почти во всех видео есть, так что и на русский это можно перевести автоматом. Артисту, конечно же, всего хорошего, крепкого здоровья и всех благ. Такой у нас сегодня был выпуск новостей. Будет сцена после титров или нет, это уже зависит от ситуации. Также напоминаю, если вы смотрите в первый раз или давно, но без подписки, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите колокольчик, напишите комментарий, это поможет продвижению адекватных новостей. Адекватные новости мы все еще пытаемся добраться до уровня желтухи по просмотрам, но не по качеству. Что еще? Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока. Как обычно, вот они титры, самый свежий релиз здесь на экране. Следующий будет в противоположную сторону направлен, более легкий и ненавязчивый, я бы сказал, такой веселый, может быть даже местами юморной, экспериментирую, так что ждите в конце августа. Далее, там же в конце августа будет стрим, тоже за неделю заранее объявлю до стрима, соответственно. Скорее всего, как обычно, после выпуска новостей. Да и вроде все. Я приехал отдохнувшим, все очень весело, здорово. Заказал тут себе парочку осветительных приборов новых, буду пробовать менять немножко схему освещения, может получится сделать более глубокую насыщенную картинку, а то скучаю по той прекрасной студии. Может и речки тут приколочу, кто знает. Посмотрим по бюджету. Ну и, конечно же, большое спасибо великолепным прекрасным бустерам и тем, кто смотрит до конца, вы вообще убер-уважабельные люди. Вот прямо вижу, для кого стараюсь. А сейчас либо сцена после титров, либо ведущий, пока что еще полный сил после отпуска, которым будет хвастаться еще до конца августа. Это было очень круто, пойдет монтировать видео. Ну все, я пошел монтировать видео.